Дорогие друзья, любимцы публики Мурзик и Барсик приветствуют вас из Испании. Давненько мы не выходили в эфир. Просто не успевали следить за происходящим в мире. По правде сказать, когда я открываю ленту новостей, мне хочется улететь на Луну. Да-да, или даже на Марс с экспедицией Маска. Но все-таки мы сделали подборку новостей. Именно! Поговорим об Испании, об изменении миграционной политики в Швеции и о насущных проблемах Финляндии. Слабонервные мужчины и беременные женщины, перейдите на другой канал. А остальные, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Мы начинаем! Для начала приглашаю вас в Испанию. Своевольная Испания опять разозлила папочку Трампа. Не дала разрешения использовать ее базы для войны в Иране. На сегодня в Испании действуют две американские военно-морские базы. Это Рота и Морон. Это именно базы США. Но НАТО может их использовать для совместных операций, если есть соответствующее разрешение. Песчаный пляж преграждает забор с колючей проволокой. За ним начинается мир больших кораблей, стратегических решений и американских военных. Рота – крупнейшая из двух баз. Здесь размещено около 3000 американцев. Примерно половина – военнослужащие и гражданские сотрудники, другая половина – их семьи. База оказывает заметное влияние на жизнь города с населением около 30 тысяч человек. Экономическая роль базы огромна. Многие местные жители работают здесь напрямую или косвенно. Рота также является домашним портом 6 американских эсминцев. Обычно на месте находятся 3-4 корабля, и их легко заметить с пляжей или с террас ресторанов в порту. Сейчас все 6 кораблей отсутствуют. Вероятно, они направились к Ирану. На фоне этого остается крупнейший испанский военный корабль – 230-метровый десантно-вертолетный авианосец Хуан Карлос I с характерно выдающимся носом взлетно-посадочной полосы. Совместная жизнь с американцами в целом спокойная. Иногда они ссорятся по пьяни, но серьезных проблем для соседей не возникает. Атаки США на Иран продолжаются уже больше недели. Испания отказала американцам в использовании своих баз Рота и Морон для этой операции. Премьер-министр Испании Педро Санчес объяснил позицию просто: нет войне. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Испании разрывом торговых отношений и введением санкций. Еще прошлой осенью он предлагал исключить Испанию из НАТО, поскольку Санчес отказался даже пытаться достичь цели Трампа – тратить 5% ВВП на оборону. Летом 2022 года, после вторжения России на Украину, 83% испанцев поддерживали членство страны в НАТО. К лету 2025 года, с возвращением Трампа на пост президента США, лишь 47% испанцев заявили о поддержке Альянса. Формулировки вопросов различались, но тенденция очевидна. Доверие к НАТО у испанцев падает. Агрессивная внешняя политика США под руководством Трампа меняет отношение испанцев ко всему Альянсу, ведь Америка остается ведущей страной НАТО. В странах Северной и Восточной Европы, в том числе в Финляндии, Испанию иногда считают нахлебником НАТО, так как ей не угрожает Россия, ее военные расходы одни из самых низких в Европе. Тем не менее, Испания увеличила свои оборонные расходы с менее 1% до примерно 2% ВВП за последние десятилетия. Страна также предоставила Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь, поддерживая борьбу с Россией. Около 300 тысяч украинцев проживают в Испании под временной защитой. Однако по сравнению с большинством стран Северной и Восточной Европы помощь Испании относительно размера экономики и населения кажется небольшой. Испанский аналитик Бернандо Навазо считает поддержку значительной, особенно учитывая, насколько далек для испанцев конфликт на Украине. Он сравнивает ситуацию с тем, что страны Северной и Восточной Европы не воспринимают всерьез обеспокоенность Испании по поводу давления мигрантов из Марокко на города Сеута и Мелилья, которые расположены на африканском побережье. Эти города – единственные сухопутные границы ЕС с Африкой. Попасть туда с материковой Испании можно только морем или по воздуху. Марокко считает оба города с населением менее 100 тысяч человек незаконно оккупированными территориями, оставшимися с колониальных времен. Сеута и Мелилья для Марокко, как Крым для России, говорит Навазо. Мы
понимаем, что вы на севере беспокоитесь о России. Нормально, что у нас свои угрозы. Россия, конечно, далеко, но в Испании тоже обсуждают теперь, какие регионы были бы наиболее безопасны в случае начала Третьей мировой войны. В общих чертах большие города, густонаселенные районы и территории возле американских военных баз подверглись бы удару в первую очередь. Самыми безопасными считаются горные районы и удаленные малонаселенные территории. Можно сказать, что для Испании НАТО – это одновременно и щит, и источник легкой тревоги. С одной стороны, присутствие союзников защищает страну. С другой, иногда приходится объяснять американцам, что испанцы не хотят участвовать во всех их конфликтах. Ну и, конечно, Испания отказалась участвовать в Совете мира Трампа. Правительство Испании заявило, что не будет участвовать в структуре, созданной вне рамок ООН и без участия всех сторон конфликта. В Мадриде подчеркивают, вопросы мира должны решаться через международные механизмы, а не через альтернативные площадки. Папочка Трамп топает ногами, а в Испании вспомнили, что 40 лет назад проводился референдум о вступлении страны в НАТО, и «за» высказалось 52% голосовавших. Теперь политики обсуждают, не провести ли новый референдум с вопросом о выходе Испании из НАТО. А теперь перенесемся в Финляндию. Министр финансов Финляндии Рикка Пурра заявила, что прогнозируемый дефицит государственного бюджета страны на уровне почти 15 миллиардов евро ежегодно является шокирующим и потребует масштабных мер по оптимизации расходов в следующем правительственном цикле. Для стабилизации ситуации в следующий срок полномочий правительства потребуется бюджетная консолидация минимум на 10 миллиардов евро. Для сравнения, нынешнее правительство тоже декларировало меры по сокращению расходов на 10 миллиардов евро, однако по факту резали, сокращали, а реальный эффект всего лишь 3,5 миллиарда евро. Так что Финляндию ожидает большие сокращения расходов. Об этом в следующем сюжете. В рамках экономии 100 миллионов евро в расходах социальной сферы правительство Финляндии готовит масштабные изменения в системе защиты детей. Рабочая группа предлагает полностью перевести открытую амбулаторную помощь и постопекунскую поддержку в систему обычных социальных услуг. После этого защита детей фактически будет означать, главным образом, размещение детей вне семьи, то есть изъятие из семей. Сейчас амбулаторная помощь – это услуга, с помощью которой пытаются вовремя вмешаться в проблемы семей и предотвратить изъятие детей и помещение их вне дома. Центральный союз защиты детей предупреждает, реформа ослабит ранние и профилактические меры. Проблемы с посещением школы, с психическим здоровьем, зависимостями, поведением подростков – все это сейчас решается на ранней стадии. Без открытой поддержки многие дети получат помощь только на более позднем этапе, когда решения уже будут дороже и сложнее. Кроме того, возрастной предел помощи после пребывания в приемной семье планируется снизить с 23 до 21 или 22 лет. Экономия до 24 миллионов евро. Но эксперты отмечают, последствия могут быть непредсказуемыми. В 2024 году почти 35 тысяч детей и подростков получили открытую поддержку, а 17 тысяч находились в замещающих семьях. Мурзик, ставь лайк. Вот так, молодец. Не обойдем вниманием любимую рубрику «Понаехавшие». Я неоднократно рассказывала о том, какую политику в отношении беженцев проводит Дания. Цель Дании – добиться числа 0 беженцев в год. У них жесткая миграционная политика, и поэтому количество желающих прибежать в Данию резко снизилось. Дания говорит «да» трудовой миграции и «нет» беженцам. Финляндия с интересом смотрит на опыт Дании, а Швеция его уже перенимает. Швеция подкручивает гайки по наехавшим. С будущего года мигранты больше не будут сразу с порога получать пособия. Чтобы получать льготы, человек должен либо прожить в странах ЕС и ЕЭС 5 лет, либо иметь достаточный трудовой доход, примерно 3500 евро в месяц, в течение 6 месяцев, или иметь достаточный трудовой стаж за двухлетний период. Партия «Истинные финны» Финляндии требует тоже ввести
Такие же ограничения в Финляндии. В Швеции речь идет о ряде выплат. Родительские пособия на базовом минимальном уровне, детское пособие, включая надбавку за нескольких детей, жилищные пособия, больничные, компенсации утраты трудоспособности, пособия по уходу и прожиточный минимум пожилым и прочее, прочее. Представитель шведских демократов по вопросам миграционной политики Людвиг Асплинг прокомментировал: Мы также посылаем сигнал просителям убежища, желающим пользоваться пособиями, чтобы избежать необходимости зарабатывать на жизнь самостоятельно. Лучше выберите какую-нибудь другую страну. Шведам, похоже, сильно надоели мигранты, годами живущие на пособии в Швеции. Уровень безработицы среди людей, родившихся за границей, в Швеции более чем в 2 раза выше, чем среди коренного населения. Одновременно реформируется и система социальной помощи большим семьям. Социальная помощь будет уменьшаться на 75% за каждого ребенка, начиная с 4-го. Да, уменьшаться. Для родителей-одиночек сокращение составит 40%, начиная с 4-го ребенка. С 1 июля 2026 года все муниципалитеты Швеции будут обязаны требовать от получателей социальной помощи участия в активирующих мерах. Например, в стажировках или общественно полезной работе. Для тех, кто получает помощь более 3 месяцев, участие станет фактически полной занятостью в объеме, соответствующем трудоспособности человека. Эксперты говорят, что реформа может повлиять не только на Швецию. Если северные страны ужесточают правила, то часть миграционного потока может сместиться туда, где социалка остается более доступной. Не будем указывать пальцем, но Финляндии следует принять меры и сделать это прежде, чем жареный петух клюнет. Хотя мне кажется, что меры нужно было принять еще вчера или даже позавчера. Но разговоры идут. Об этом в следующем сюжете. Финская пенсионная система неожиданно оказалась в центре острой политической дискуссии. В интервью газете «Хельсинки Саномат» руководитель организации страховщиков трудовых пенсий ТЭЛА Суви-Анна Сиимис заявила, что мигранты в Финляндии получают минимальные государственные пенсии слишком легко. Сейчас право на базовую социальную пенсию возникает уже после 3 лет проживания в стране. Минимальная пенсия 991 евро в месяц одинаковая для тех, кто родился в Финляндии, и для тех, кто приехал из-за границы. Если человек мало работал или вообще не работал ни дня, эту пенсию выплачивает государственное ведомство Кела. По статистике, доля мигрантов среди получателей минимальной пенсии растет. Только в прошлом году людям, родившимся за пределами Финляндии, было выплачено около 110 миллионов евро. Это более трети всех выплат по этой категории. Сиимис подчеркивает, дело не в том, чтобы экономить деньги любой ценой. Даже если отменить такие пенсии для мигрантов, бюджет сэкономил бы не так много. Но правило, по ее мнению, влияет на важный вопрос. Приезжают ли люди в страну работать и платить взносы, или просто рассчитывать на социальную систему? Для сравнения, она приводит пример Швеции. Там минимальная пенсия уменьшается, если человек прожил в стране менее 40 лет в трудоспособном возрасте. При этом Сиимис предупреждает, если разница между трудовой пенсией и минимальной будет слишком маленькой, люди потеряют стимул работать долгие годы. А если налоги на высокие доходы будут расти слишком сильно, может снизиться готовность обеспеченных граждан финансировать социальную систему. В ближайшие годы Финляндии предстоит серьезная экономическая адаптация. Государству нужно сократить расходы примерно на 10 миллиардов евро. И крупнейшая статья расходов – пенсии. Поэтому пенсии будут урезаны. Можете не сомневаться. Некоторые сомневаются, разве можно трудовые пенсии урезать? Не волнуйтесь, можно урезать и трудовые пенсии. Проще всего повысить подоходный налог пенсионерам, либо перестать индексировать пенсии в соответствии с инфляцией. Вот вам и урезанные пенсии. Но так как пенсионеры – это большая и очень активная группа избирателей, то политики решили начать трудный разговор с социальных пенсий. Но где это видно, чтобы человек, проработавший 40 лет, получал такую же пенсию, как ни дня не работавший сосед? А в Финляндии именно так и происходит. Например, один работает, платит налоги, встает по утрам, терпит начальство, понедельники, финскую зиму и получает 1700 евро в месяц. Через 40 лет он выходит на трудовую пенсию
и получает, да, примерно 990 евро трудовой пенсии. Но государство говорит, ай, что-то маловато, на тебе еще 325 евро народной пенсии. В итоге получается чуть больше 1300 евро в месяц. А теперь посмотрим на соседа. Он вообще ни дня не работал, ни одного единого дня. Но все равно получает почти 790 евро народной пенсии и еще 204 евро гарантированной пенсии. Итого 991 евро. Плюс к пенсии ему оплатят квартиру. И вот трудовой пенсионер и социальщик сравнялись в доходах. Разница между человеком, который проработал 40 лет, и тем, кто не работал вообще, всего несколько сотен евро. На пенсии он получает столько же, сколько сосед, не работавший ни единого дня. Возникает вопрос, это что за бред? Эту проблему в Финляндии называют ловушкой стимулов. Эксперты говорят, что система была создана с благими намерениями. Гарантированная пенсия появилась в 2011 году для поддержки малообеспеченных переселенцев-ингерманландцев пенсионного возраста. А сейчас многие специалисты начинают задаваться вопросом, а не получилось ли так, что система немного перестаралась? Потому что когда к минимальной пенсии социальщикам добавляются еще налоговые льготы и жилищные пособия, то иногда общий доход человека, социальщика, почти догоняет доход пенсионера со средней пенсией. Это вызывает понятное недовольство у работающей части общества. Рано или поздно изменения будут. Вроде бы истинные финны уже подали правительству предложение об урезании социальных пенсий мигрантам. Продолжим разговор о мигрантах в следующем сюжете. Совершенно дикая уголовная история с участием понаехавших. В прошлом году в Хельсинки 40-летний Кусай Виса Муатамат Ахмат Алем Мадариксен ворвался с приятелем в дом одинокой 77-летней женщины, страдающей деменцией, и несколько раз ее изнасиловал. Для простоты повествования буду называть его просто Кусай. Кусай был немного знаком с жертвой. Женщина иногда разрешала ему зайти к себе домой, телефон зарядить, воспользоваться туалетом или поспать на диване. Сердобольная женщина просто помогала человеку. В благодарность в ноябре прошлого года он ввалился к ней с другом. Друзья остались на ночь и употребляли адскую дурь, альфа, PVP. Наверное, хорошенько упоровшись, 40-летний мужчина несколько раз изнасиловал женщину всякими способами. Женщина говорила «нет», но ее никто не слушал. На следующий день в квартиру пришла сотрудница службы ухода, чтобы проверить состояние подопечной. Обнаружила гостей и вызвала полицию. Полиция обнаружила пожилую женщину, все еще лежащей на окровавленном матрасе на полу. В суде мужчина не отрицал половой акт, но заявил, что все было якобы по взаимному согласию, и инициатором даже была сама 77-летняя женщина. Суд в это не поверил. Кусая приговорили к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его приятель получил условный срок. Приговор пока не вступил в силу. О Кусае нет подробностей, но по сюжету можно предположить, что он был нелегальный понаехавший. Благо, как мы видим, всегда находятся гуманисты, спешащие на помощь бедолагам. Кусай обеспечил себе 5 лет безбедной жизни в финской тюрьме. На 6 марта этого года иностранные граждане составляли 23,7% от общего числа заключенных в тюрьмах Финляндии. Всего их 839 человек. В 2024 году доля иностранцев среди заключенных составляла 22,9%, а в 2015 году понаехавших среди заключенных было 15,5%. Больше всего иностранных заключенных – это граждане Эстонии, Швеции, Румынии, Ирака, Албании, Литвы, Сомали и Нигерии. Шериф шутить не любит. Ставь лайк. Когда в заголовках фигурирует изнасилование, чаще всего насильник – это мужчина. Сообщениями об изнасиловании детей и женщин мужчинами уже никого не удивишь. А часто ли вы слышали, чтоб женщина изнасиловала мужчину? Нет? Так вот, в Хельсинки женщину осудили за изнасилование ее экс-бойфренда. Преступление произошло в ночь накануне 1 мая 2022 года. Всего за день до этого пара договорилась расстаться, но по старой памяти вместе отмечали 1 мая в баре. После веселого вечера отправились в квартиру к мужчине вместе с общим знакомым. В какой-то момент хозяин квартиры лег спать, женщина и их знакомые остались сидеть и продолжили вечер.
Позже свидетель помог сильно пьяной женщине лечь в ту же кровать, где спал мужчина. Через некоторое время мужчина проснулся и обнаружил, что женщина орально делает ему приятно. По его словам, он сразу запретил ей это делать. Женщина прекратила, рассердилась и вскоре ушла из квартиры. Позже мужчина обратился в полицию с заявлением. Женщина отрицала обвинение. Она заявила, что не совершала никаких сексуальных действий. По ее словам, это было невозможно, поскольку ее рука в тот момент была в гипсе. Кроме того, она утверждала, что находилась в тяжелом эмоциональном состоянии после расставания. Свидетель частично подтвердил показания потерпевшего. Окружной суд Хельсинки рассмотрел дело и пришел к выводу, что женщина могла начать делать оральный секс спящему мужчине, пытаясь восстановить отношения. Однако суд подчеркнул, даже бывшие партнеры имеют полное право на сексуальное самоопределение, и разрыв не дает права на подобные действия. Женщину признали виновной в изнасиловании. Суд приговорил ее к 1 году и 2 месяцам условно, назначил 30 часов общественных работ и обязал выплатить потерпевшему 2500 евро компенсации за причиненные страдания. Позже и прокурор, и сама женщина обжаловали приговор. Прокурор счел наказание слишком мягким, а женщина продолжала утверждать, что мужчина все выдумал. Апелляционный суд Хельсинки ужесточил наказание. Срок условного заключения увеличили до 1,5 лет, а количество общественных работ до 60 часов. Хотя суд отметил, что у потерпевшего не было доказано физического или психологического вреда. Ну, если вы думаете, что вас уже больше ничем не удивить, то вы ошибаетесь. Смотрите следующий сюжет. В Хельсинки произошла история, которая звучит невероятно, но закончилась она вполне реальным судебным приговором. Представьте сцену. Эротический магазин в центре Хельсинки. В январе 2023 года туда заходит мужчина купить плетку. Уже неплохое начало истории, правда? Но дальше становится еще интереснее. Покупатель плетку выбрал и попросил продавца помочь протестировать товар. Спустил портки и подставил голые ягодицы. В магазине между полками с аксессуарами для взрослых начинается демонстрация качества продукции. Продавец добросовестно несколько раз ударяет плеткой по филейной части клиента. На этом, казалось бы, тест должен был закончиться. Клиент убедился, плетка работает. Но продавец решил, что презентацию товара можно расширить. И вот тут, по версии суда, начинается уже другая история. После ударов плеткой продавец внезапно перешел к действиям, о которых клиент не просил. Происходит насильственный оральный секс и другие сексуальные действия. Сам обвиняемый потом объяснил, мол, все было добровольно. Клиент якобы своим поведением показывал, что участвует в происходящем. Более того, после всего случившегося, тот даже сказал, что ситуация пощекотала нервы. Потерпевший же объяснил это очень просто – страхом. Сначала районный суд Хельсинки вообще не увидел состава преступления. Типичная юридическая ситуация – слово против слова. Камеры наблюдения не показали явного сопротивления. Суд решил, что обвиняемый мог просто не понять, что человек не хочет продолжения. Но на этом история не закончилась. Апелляционный суд посмотрел на дело иначе. Судьи напомнили важную вещь. Физиологические реакции, вроде эрекции или эякуляции, вовсе не означают согласие. И если люди вообще не знакомы, никакого молчаливого согласия на секс между ними быть не может. В итоге продавца приговорили к 1 году и 9 месяцам реального тюремного заключения. Хотя насилие не применялось, и сам эпизод длился недолго, он причинил потерпевшему психологические страдания и вызвал страх заразиться венерическим заболеванием. Поэтому осужденный также обязан выплатить потерпевшему 5600 евро компенсации. В общем, клиента обслужить нужно, но увлекаться не стоит. А на этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся, благодарим за внимание и до новых встреч. Всем пока.